Для вязания нашего снудика нам понадобится пряжа Альпина Альпака. Состав этой пряжи 30% альпаки, 10% шерсти и 60% акрила. 150 грамм моточки и 120 метров. Цвет я взяла номер 433, классический молочный цвет. Это турецкая пряжа. Вот смотрите, какой моточек, очень мягкая. И она слегка скручена. Вот смотрите, две ниточки. Вот одна ниточка ровница, видите, она не скручена. И вторая. И они между собой вот так слегка перекручены. Нам понадобится всего 2 моточка для этого снуда. Вязать мы будем простыми спицами на тросике номер 9. Образец я связала на прямых спицах, но снуд вязать мы будем именно на круговых спицах. Образец, как обычно, я постирала, высушила, взяла сантиметровую ленточку и измерила. У меня в 10 сантиметрах вместилось 8 петелечек. И давайте вместе сделаем расчеты, сколько же набирать нужно нам петелечек. Я вам для примера покажу, как я высчитывала, а вы по своему образцу, по своей плотности вязания высчитывайте уже для себя ваше количество петель. В 10 сантиметрах 8 петель у меня, в 1 сантиметре 8 делим на 10, получается 0,8 петли. И дальше я для себя расписала, что снуд в 2 оборота может быть длиной 140 сантиметров, 145 или 150. Вы можете решить, какой длины будет ваш снуд. И исходя из этого мы умножаем 0,8 на 140 или на 145 или на 150 и получаем или 112 петель, или 116 или 120. И, конечно же, нужно еще одну петелечку набирать дополнительно для того, чтобы соединить вязание в круг, так как мы будем вязать на круговых спицах. Берем спицу одну и оставляем примерно 6,5 метров пряжи. И простым набором мы начинаем набирать петелечки. Итак, мы набрали петли и теперь будем вязание соединять в круг. Как это делать, я уже показывала, поэтому перейдите, пожалуйста, по ссылочке, посмотрите. И, кстати, длина моих спиц 80 сантиметров. Также для вязания такого снуда подойдут любые круговые спицы номер 9, длиной, например, 100 сантиметров или 120. Мы вешаем счетчик рядов и будем вязать узорчик. Изначально я думала вязать узор двойной рис или двойная путанка, но потом решила, что лучше всего будет из такой объемной пряжи связать снудик узором жемчужный. Это один из моих любимых узоров, которым я часто пользуюсь. И давайте начинать вязать. Первую петлю провязываем лицевой, вторую петлю провязываем изнаночной. Дальше снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так до конца ряда провязываем. Узор жемчужный очень простой в вязании, и я думаю, с ним справятся даже начинающие вязальщики или вязальщица. Смысл такой, что каждый следующий ряд мы вяжем в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Вот довязали мы первый ряд, вяжем второй ряд. Где у нас была лицевая петля, первая, вот видите, мы провязываем изнаночную. Где у нас была изнаночная, вот она, провязываем лицевую. И так вяжем весь ряд. Провязали мы с вами второй ряд и начинаем вязать третий. Снова мы вяжем его в шахматном порядке. Где видим изнаночную, провязываем лицевую петлю. Где видим лицевую, провязываем изнаночную. И так до конца ряда. Таким образом мы будем продолжать вязать наш снуд, пока не вывяжем 2 моточка пряжи. И давайте покажу вам, как же прикрепить новую ниточку, когда у вас закончится пряжа с одного моточка. Представим, что у вас закончилась пряжа, вот осталось буквально сантиметров 10. Мы берем новый кончик пряжи одного моточка, прикладываем вот так вот их вместе, слаживаем и провязываем одну петлю, какая у вас будет по рисунку, или лицевая, или изнаночная, просто 2 ниточками, вот таким образом. Дальше мы хвостик, который у нас закончился, убираем и оставляем только пряжу от нового клубочка и продолжаем этой ниточкой вязание. Вместе присоединения у нас будет висеть 2 хвостика, которые мы спрячем потом в конце работы. Интересно, что многие начинающие вязальщики, когда вяжут первый раз вот такой снуд бесшовным образом, то есть по кругу, мы ничего не сшиваем в конце. У меня есть на канале мастер-классы, где мы вяжем прямоугольное такое полотно и потом сшиваем 2 конца. А здесь мы просто вяжем по кругу и в конце просто закроем петли.
Так вот, все думают, что таким образом снуд вязать дольше, потому что все видят огромное число петелечек на спицах, а когда мы вяжем прямоугольное полотно, там петелечек 40 максимум. И вот все думают, что такой снуд вязать намного дольше, потому что здесь может быть на спицах и 120, и 150, и 200 петель. Но это ложное такое восприятие, потому что времени, что на вязание данного снуда, что на вязание снудов, которые есть на моем канале, которые мы вяжем прямоугольной полосой, времени уходит одинаково. Нет никакой разницы в том, что мы вяжем прямоугольное полотно вот такое вот длиной также 1,5 метра, а потом его сшиваем, или же мы набираем сразу большое количество петель и вяжем вот таким образом по кругу, но на небольшую высоту. И меня даже ВКонтакте часто спрашивают, что, наверное, вот, мол, снуд, на который нужно набрать всего 40 петелечек, вяжется, конечно же, намного быстрее. Я вас, возможно, разочарую, но повторюсь, что времени уходит одинаково. Ну вот, я вывязала уже 2 мотка, у меня осталось здесь 9 метров пряжи, я специально измерила сантиметровой ленточкой, сколько осталось. На один ряд уходит у меня 6 метров пряжи. И теперь мы с вами будем закрывать петельки в последнем нашем рядочке. Кстати, из 2 мотков пряжи получилось связать ровно 40 рядов. Счетчик я убираю, он мне уже не нужен. Закрывать петли мы с вами будем самым простым способом, провязывая 2 петли вместе в одну лицевой. Вот так вот я провязала. И эту петлю, которая у меня получилась на спице, я одеваю обратно на левую спицу. Дальше снова ввожу спицу во вторую петлю сначала, потом в первую и провязываю лицевой. Вот так вот вытягиваю ее немножко. Провязываю лицевую за вот эту, за правую дужку. Видите, вот в лицевой петли, вот правая дужка, в изнаночной петельке, вот также справа правая дужка у нас стоит. Снова у меня лицевая петля, 2 в одну. И одели обратно. Старайтесь вот эту петлю вытягивать немножко, чтобы вот этот край у нас также был эластичный. Вот нижний край, например, видите, он у нас эластичный. И при таком закрытии видно, что края наши выглядят почти одинаково. В принципе, их трудно будет потом отличить. Когда мы закрываем петли, спица у нас правая постепенно освобождается от петель. И вот так вот закрываем до конца нашего ряда. Так, закрываю я последние 2 петли. У меня получилась 1 петля. Смотрите, осталось пряжи вообще чуть-чуть из 9 метров. Наверное, остался 1 метр примерно. И теперь давайте оставим вот такой где-то кончик сантиметров, возможно 20, и обрежем ниточку. Теперь спицу убираем, вот эту петлю мы вытягиваем. Теперь возьмем крючок потолще, я взяла номер 4. Введем вот сюда, в эту крайнюю петлю, что была у нас в начале ряда, вот сюда за правую дужку последней петли. Захватим эту нитку и протянем через эти 2 дужки ниточку нашу. Потом развернем наше вязание и введем эту же нитку вот сюда с изнаночной стороны под арочку. И теперь нужно спрятать наш этот кончик. Прятать мы будем на изнаночной стороне, просто вот таким образом, вводя нашу ниточку под арочки вот так вот в полотно. Старайтесь так водить, чтобы повторять как бы наш рисунок, наш узор. Дальше мы раскручиваем нашу ниточку вот так вот на 2 части. Один из кончиков выбираем под изнаночную арочку, завязываем узелок, вернее даже 2 узелка, один и второй. Нитка очень мягкая, и аккуратно завязывайте, потому что может разорваться. Очень хорошо затягивайте второй узелок. Вот видите, когда я затягивала узел, вот ниточка превратилась в такой пушок. Теперь я должна скрутить эти 2 ниточки снова в одну. Обрежу лишнюю длину. И теперь вот эту нить мы снова протягиваем вот здесь вот в полотне возле нашего края. Протянули сантиметров на 7, и все, ниточку можно обрезать. Так поступаем со всеми кончиками на снуде. Ширина снуда получилась 28 сантиметров. Готовый снуд мы стираем при указанной на этикетке температуре, это 40 градусов. Стирать обязательно только руками, ни в коем случае не в машинке. Сушить его нужно только на ровной поверхности, ни в коем случае не вешайте, чтобы он у вас не вытягивался. И все, его можно носить. Гладить такой снуд не нужно, производитель этого не рекомендует делать. И все вещи, связанные вашими ручками, обязательно носите в хорошем настроении. Всем желаю ровных петелек, до скорых встреч, пока-пока!